Анна и Михаил жили в браке уже 10 лет. Их отношения, некогда пылкие и страстные, со временем превратились в тихую гавань взаимопонимания и поддержки. Они привыкли друг к другу, как привыкают к любимым домашним тапочкам. Удобно, уютно, но без особых сюрпризов. Все изменилось, когда в соседнюю квартиру уехала Елена. Молодая, яркая женщина. С огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. Она словно ворвалась в их размеренную жизнь порывом свежего ветра, принеся с собой аромат духов и звонкий смех. Елена быстро подружилась с соседями. Она часто забегала к ним на чашку чая, рассказывая о своих путешествиях и приключениях. Анна радовалась новой подруге, не замечая, как загораются глаза Михаила при появлении Елены. Шли недели, и Анна стала замечать перемены в поведении мужа. Михаил начал чаще задерживаться на работе, стал более рассеянным и молчаливым. Однажды вечером она услышала, как он разговаривает по телефону, понизив голос. «Елена, мы не можем. Это неправильно. Я не готов все разрушить». Сердце Анны сжалось от боли и страха. Неужели ее муж, ее опора и поддержка все эти годы мог увлечься другой женщиной? Она не хотела верить в это, но сомнения уже поселились в ее душе. Елена, почувствовав интерес Михаила, стала действовать более открыто. Она случайно встречала его у подъезда, просила помочь с мелким ремонтом, приглашала на чашку кофе. Михаил, польщенный вниманием молодой женщины, не находил себе сил отказать. Анна, видя это, страдала молча. Она не хотела устраивать сцены, боясь оттолкнуть мужа еще дальше. Вместо этого она старалась быть еще заботливее, вспоминая, за что Михаил полюбил ее когда-то. Однажды вечером, когда Михаил снова задержался, Анна решилась на откровенный разговор. «Миша, я вижу, что происходит. Если ты больше не любишь меня, скажи прямо. Я отпущу тебя, хоть это и разовьет мне сердце». Михаил, увидев боль в глазах жены, впервые осознал, как далеко все зашло. Он обнял Анну и прошептал. «Прости меня, родная, я сам не понимал, что делал. Ты единственная женщина, которую я люблю». На следующий день Михаил решительно постучал в дверь Елены. Когда она открыла, сияя улыбкой, он твердо сказал: «Елена, это должно прекратиться. Я люблю свою жену и не хочу рисковать нашим браком. Прошу тебя, оставь нас в покое». Елена была шокирована. Она привыкла, что мужчины легко поддаются ее чарам. Отказ Михаила задел ее самолюбие. В порыве гнева она выкрикнула: «Ты пожалеешь об этом! Думаешь, такая скучная женщина, как Анна, сможет сделать тебя счастливым?» Но Михаил лишь покачал головой и ушел, чувствуя, как тяжесть спадает с его плеч. Вернувшись домой, Михаил рассказал Анне всю правду. О том, как был польщен вниманием Елены, как на мгновение поддался искушению, но понял, что никогда не сможет предать их любовь. Анна слушала молча, слезы катились по ее щекам. Когда Михаил закончил, она тихо сказала: «Спасибо за честность. Нам предстоит многое обсудить и многое простить, но я рада, что ты выбрал нас». В следующей неделе Анна и Михаил много разговаривали, вспоминая, почему они полюбили друг друга, какие мечты у них были. Они заново открывали друг друга, словно две половинки, наконец-то нашедшие свое место. Елена, чувствуя себя униженной, решила отомстить. Она начала распускать слухи о Михаиле среди соседей, намекая на его неподобающее поведение. Но вместо ожидаемого эффекта это лишь сплотило жителей дома против нее самой. Люди, знавшие Анну Михаила годами, не поверили наветам. Вместо этого они стали относиться к Елене с прохладцей, избегая общения. Однажды вечером к Елене пришла Анна. Без гнева или упреков она сказала: «Елена, я понимаю, ты чувствуешь себя одинокой, но разрушать чужое счастье не выход. Может быть, тебе стоит поискать свое собственное?» Эти слова, сказанные с искренним состраданием, неожиданно тронули Елену. Впервые за долгое время она задумалась о своей жизни, о том, почему ищет внимание женатых мужчин вместо настоящей любви. Спустя месяц Елена приняла решение переехать. Она поняла, что нуждается в новом начале, вдали от последствий своих ошибок. Перед отъездом она оставила Анне и Михаилу записку. «Простите меня за все. Вы научили меня, что настоящая любовь сильнее любых испытаний. Я буду искать такую же для себя». Анна и Михаил, прочитав записку, почувствовали облегчение и даже некую гордость. Их любовь не только выдержала испытания, но и помогла другому человеку встать на путь исправления. В тот вечер они сидели на балконе, держась за руки и глядя на закат.
Михаил нежно сжал ладонь Анны и прошептал: «Знаешь, я благодарен за то, что случилось. Это заставило меня понять, как сильно я тебя люблю». Анна улыбнулась, положив голову ему на плечо. Она знала, что впереди их ждет еще много испытаний, но теперь была уверена, вместе они справятся со всем. Прошло 5 лет. Анна и Михаил сидели в парке, наблюдая, как их маленькая дочь играет на детской площадке. Их отношения стали крепче, чем когда-либо, пройдя через огонь испытаний. Неожиданно Анна заметила знакомое лицо. Это была Елена, гуляющая под руку с мужчиной. Они выглядели счастливыми. Елена, заметив Анну и Михаила, на мгновение остановилась. В ее взгляде читались извинения и благодарность. Анна едва заметно кивнула, и Елена, улыбнувшись, пошла дальше. Михаил, заметив этот молчаливый обмен, обнял жену и сказал: «Знаешь, я думаю, в итоге все получили свой счастливый конец». Анна кивнула, крепче прижавшись к мужу. Она знала, что их история не о победе над соперницей, а о победе любви над искушением, о силе прощения и возможностях начать все заново. И эту историю они будут помнить всегда, передавая ее детям как урок того, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды. Прошло 10 лет с того дня в парке. Анна и Михаил сидели на веранде своего загородного дома, наблюдая за тем, как их дети, теперь их уже было двое, играют на лужайке. Вечернее солнце окрашивало небо в нежные оттенки розового и золотого, создавая идиллическую картину семейного счастья. Михаил взял руку Анны в свою, нежно поглаживая большим пальцем ее обручальное кольцо. «Знаешь», — сказал он тихо, — «я каждый день благодарю судьбу за то испытание, через которое мы прошли. Оно сделало нас сильнее». Анна улыбнулась, вспоминая те непростые времена. «Да», — ответила она, — «но я благодарна не только за это. Я благодарна за каждый день, который мы провели вместе с тех пор. За каждое утро, когда я просыпаюсь рядом с тобой. За каждый вечер, когда мы вместе укладываем детей спать». Они часто вспоминали историю с Еленой, но теперь без горечи или обиды. Эта история стала для них важным уроком, напоминанием о том, как легко можно потерять то, что действительно важно, гоняясь за мимолетными увлечениями. «Интересно, как сложилась ее жизнь?» – задумчиво произнесла Анна. Михаил кивнул. «Я надеюсь, она нашла свое счастье. В конце концов, она помогла нам понять ценность того, что у нас есть». Эта мысль заставила их задуматься о тех парах, которые они знали, чьи браки не выдержали испытания временем или соблазнами. Они чувствовали глубокую благодарность за то, что сумели преодолеть кризис и сохранить свою любовь. Когда их старшая дочь, теперь уже подросток, начала интересоваться отношениями, Анна и Михаил решили поделиться с ней своей историей. Они рассказали о том, как важно уметь прощать, как ценно доверие и открытость в отношениях, и как любовь требует постоянной работы и внимания. «Любовь – это не просто чувство, дорогая», – говорила Анна дочери. «Это выбор, который мы делаем каждый день. Выбор быть вместе, поддерживать друг друга, прощать и расти вместе». Михаил добавил: «И помни, настоящая любовь не ищет легких путей. Она готова пройти через трудности, чтобы стать еще сильнее». Сидя на веранде в этот тихий вечер, Анна и Михаил мечтали о будущем. Они говорили о путешествиях, которые хотели бы совершить, когда дети подрастут, о внуках, которых надеялись понянчить, о тихих вечерах, которые будут проводить вместе, когда выйдут на пенсию. «Знаешь, что самое удивительное?» – спросил Михаил, глядя в глаза жене. «Что?» – отозвалась Анна. «То, что после стольких лет я все еще каждый день влюбляюсь в тебя заново». Анна почувствовала, как ее сердце наполняется теплом. Она знала, что их история – это не просто сказка со счастливым концом. Это история о реальной, зрелой любви, которая растет и крепнет с каждым днем, каждым преодоленным испытанием. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, Анна и Михаил позвали детей в дом. Укладывая их спать, они обменялись понимающими взглядами. Они знали, что какие бы испытания ни готовила им жизнь в будущем, они встретят их вместе, рука об руку, с любовью, которая стала только крепче от пережитых трудностей.